Сегодня расскажу вам, что такое дизайн-проект и зачем его нужно заказывать или делать, и почему это важно. Дизайн-проект– это структура вашей идеи, ваших мыслей. Вы, как человек, который владеете объектом недвижимости, будь то квартира, дом или земельный участок, вы хотите привнести что-то в это помещение, в этот интерьер свое, что вам удобно, ваш быт, какая мебель вам нравится, где вам нравится пить кофе, ужинать, завтракать, где вы хотите, чтобы находился ваш рабочий стол, где вы хотите, чтобы ваши детишки занимались, вы хотите, чтобы двери открывались определенной конфигурации, вы хотите, чтобы у вас был умный дом, или полы не скрипели, или чтобы было комфортно, и вы приходили в дом и понимали, что здесь вас все на 100% устраивает. Вы, допустим, поездили по разным странам, жили в различных отелях, дорогих, не очень, и вы видели быт разных людей. И в итоге, спустя какое-то время, у вас сложилась в голове некая картинка, схема, как коллаж, что вам нравится, что не нравится. И задача непосредственно дизайнера, когда вы обращаетесь к нему, чтобы он взял от вас эту информацию, чтобы он пообщался с вами, разбил детально техническое задание по каждому помещению и выяснил, что именно для вас важно, что вы хотите привнести в будущий интерьер и дизайн. Дизайн и дизайн-проект интерьера, и ландшафтный дизайн, и дизайн фасада– это всегда проектирование на несколько шагов вперед. Это всегда проектирование на несколько лет вперед. Дизайн не создается на завтра или на послезавтра. Он в среднем создается на 5-7 лет. Это средний цикл объекта недвижимости, когда вы уже впоследствии устанете от того дизайна, который был придуман ранее. Почему это происходит? Потому что дизайн– это коллаж. Он актуален на сегодня и на эти 7 шажочков или 5 шажочков в будущее. Но дальше вы растете, вы развиваетесь, вы узнаете что-то новое, ваша жизнь меняется. И, допустим, что было для вас актуально 5 лет назад, 3 года назад или год назад, уже не актуально сегодня. И задача дизайнера– узнать, что актуально для вас сегодня, какие у вас планы на будущее, и привнести это в дизайн, и воссоздать его, чтобы вам с вашей семьей, будущей семьей, близкими было комфортно именно в том интерьере, который именно ваш. Все дизайн-проекты всегда уникальны. Они именно под конкретного заказчика. Дизайнер узнает такие нюансы, такие мелочи, которые привносят именно в этот интерьер. Для кого-то кажется проект: о, мне вот это не нравится, и мне вот это вот не подходит, когда люди смотрят на него со стороны. Но получившийся дизайн-проект– это именно проект конкретного заказчика, конкретного владельца объекта недвижимости, конкретной судьбы, конкретной личности. Есть очень много нюансов, которые заказчики хотят привнести в дизайн. Это трафик своих гостей. Допустим, некоторые заказчики не готовят на кухне, кто-то любит готовить. И для всех своя опция и свои идеи от дизайнера. И, конечно, структура дизайн-проекта, помимо основной идеи, да, каких-то набросков, технического задания, это реализация, это структура чертежей, как конкретная задумка, идея должна впоследствии отразиться в дизайн-проекте сначала, а потом на этапе реализации. И, конечно, любому дизайнеру помогают в этом инженерные проекты по электрике, вентиляции, кондиционированию, слаботочным системам, также проекты по водоснабжению, канализации, отоплению. Отдельно делаются проекты по окнам, если требуется глобальное изменение оконных проемов. Проекты по лестницам, если требуется переход между уровнями дома или квартиры. Это все целая работа, это все ваш быт. Заказывая дизайн-проект, вы заказываете реализацию своей мечты, и вы задаете темп себе на будущее. Это некая планка или лист достижений. Приходя в дом каждый раз, вы смотрите на него, и он вас
сподвигает на более высокие достижения. Это и есть дизайн-проект. Это реализация вашей мечты. Если это видео было полезно для вас, и вы хотите узнать, какие чертежи входят в стандартный дизайн-проект, напишите, пожалуйста, в комментариях чертежи, и я сниму видео с чертежами дизайн-проекта классического, и вы сможете сравнить, какой уровень чертежей предлагают вам. Спасибо вам, обнял вас, пока-пока.